Всем привет! Добро пожаловать в новый мастер-класс. Сегодня будем с вами вязать дракошу волшебного. Мастер-класс будет из двух частей. В первой части мы сейчас с вами свяжем тело, а во второй части уже свяжем голову и соберем игрушку. Так, давайте я вам покажу, что нужно для того, чтобы связать. Нужно 2 моточка пряжи, 2 цвета. Ярнар джинс у меня. Один цвет основной, у меня это будет мятный. По номерам не скажу, выбирайте сами, какие сочетания хотите. У меня вот бело-голубой, сейчас будет мятно-зеленый. Основной цвет у меня будет мятный, дополнительный цвет будет зеленый. Дальше нам понадобятся пайетки. Если хотите расшивать тоже пузико, ушки, крылышки. Пайеточки, к ним нитка и иголка в цвет пайеток. Дальше нам понадобятся глазки 12 миллиметров. У меня зеленые, можете взять просто черные. Думала насчет блестящих глазок, да. Видите, у этого тоже голубые. Есть такие блестящие. Сейчас я вам покажу. Вот у меня, правда, небольшие только. Блестящие глазки, да. Они есть и маленьких размеров, тоже и 12 миллиметров есть. Но тут проблема в том, что у этих глазок у них вот такой вот бортик есть. Да, сейчас, минутку. Вот такой бортик. И крепятся такие глазки сзади вот такими штуками. То есть, получается, глазик одевается в эту штуку, да. И их использую на плюшевой пряже. Плюшевая пряжа, она более мягкая, более податливая, несмотря на то, что она по метражу толще, чем хлопок, она хорошо входит, вот эти глазки хорошо становятся. Но хлопок, он такой плотный, ну, полухлопок, джинс я имею в виду. И, ну, мне кажется, что просто вот эти глазки, они не закроются. И я так подумала, я кое-что придумала. Я сейчас заказала на Валберес 2 размера. Нам нужно для игрушки 12 миллиметров. Ну, потому что прикольнее, да, все-таки, если бы еще и глазки блестели. Тут он пузико блестит, чтобы еще и глазки блестели. Так вот, я заказала 12 миллиметров и 14 миллиметров блестящие глазки на Валберес. И я хочу попробовать. Мне нужно еще будет одного дракошу связать, помимо этого зеленого. Я хочу попробовать глазки 12 миллиметров закрепить крепежом от глазок 14 миллиметров. Возможно, получится что-то из этого. Если, так сказать, мой эксперимент пройдет удачно, я обязательно вам в ближайшем влоге об этом расскажу. Потому что, ну, все-таки хочется, чтобы и глазки у него тоже блестели. Так, дальше, что нам еще понадобится? А нам понадобится еще кружочек, диаметр 2,5 сантиметра из картонки. Я вставляю внутри в ножки для того, чтобы подошва была плоская. Если не вставлять, то они получаются полукруглые. Но вы можете не вставлять. Я для того, чтобы игрушка стояла, внутри вставляю, прикрепляю на горячий клей картонку. Она вот 2,5 сантиметра в диаметре. Хотите прикрепляйте, хотите не прикрепляйте. Это уже на ваше усмотрение. Не будете прикреплять, будет не плоская подошва, а чуть-чуть такая полукруглая. То есть разницы нету. Так, по поводу хвостика. Я вам говорила, что будем вставлять с вами проволоку. Но я так подумала и решила, во-первых, детям не каждый захочет проволоку в игрушку вставлять. Все-таки как бы так плюс-минус не очень, да. Безопасно она может и вылезти где-то со временем. Вот. Ну и плюс еще ко всему, не у всех есть проволока, не каждый побежит там в строительный магазин искать проволоку для хвоста, поэтому мы хвостик будем крепить немножко по-другому. Я его тут пришивала, мы будем его ввязывать. Поэтому проволока не обязательно. Кто хочет сделать такой хвостик, чтобы он был гибкий, можете в процессе вязания потом вставить проволоку. Вот. А так мы его просто сделаем менее набитым, чтобы он был мобильный, чтобы можно было его шевелить спокойно, да, чтобы можно было ставить, чтобы он согинался без проблем.
И все. Так, пряжу сказала, глазки сказала, пайетки сказала. Крючок у меня 1,5. Кто вяжет джинс там на 1,75, на 2,75, свой крючок для джинса берите. Маркер. Ну, в принципе, все. Вот у меня уже связана ножка. Мы будем сейчас вязать тело с вами. Ножка, ручка. Вот один рог связан. Одно ушко. И крылышко связано. Так. А мы с вами начнем вязать с хвостика. Пока убираем все. Начнем с хвостика. Берем дополнительный цвет. Кольцо амигуруми. 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Первый ряд. Второй ряд. 2 столбика, 1 прибавка, 2 раза. Раз. 2 столбик без накида. Первая прибавка. 1, 2. Вторая прибавка. Так, третий ряд. 3 столбика прибавка, 2 раза. 1, 2, 3. Первая прибавка. 1, 2, 3. Вторая. Так, вот эту ниточку я обрежу. Так. Теперь нам нужно провязать 4-й, 5-й ряд. 2 ряда по 10 столбиков без накида, без изменений. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4-й ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5-й ряд. Так, 6-й ряд вяжем 3 столбика, 1 убавка, 2 раза. 1, 2, 3. Первая убавка. 1, 2, 3. Вторая. Так. Дальше вяжем 7-й ряд. 2 столбика убавка, 2 раза. 1, 2. Первая убавка. 1, 2. Вторая убавка. У нас получается в работе 6 столбиков без накида. Дальше нам надо сменить нить и 8-й, 9-й ряд, 2 ряда провязать 6 столбиков без накида. Значит, что мы делаем? В первую петлю 8-го ряда не довязываем столбик, обрезаем, берем основной цвет, довязываем его основным цветом. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Первый ряд, ну то есть 8, да, и 9 ряд тоже 6. Раз, два, три, 4, 5, 6. Провязали. Завязываем и обрезаем лишние ниточки. Так. Прячем. Так, провязали 2 ряда, 8, 9, 6 столбиков без накида. Теперь вяжем 10 ряд, 1 столбик, 1 прибавка, 3 раза. Спрятала. Столбик без накида. Первая прибавка. Столбик без накида. Вторая. Столбик без накида. Третья прибавка. Так, у нас получается 9 столбиков в работе. Провяжем 9 столбиков, 11-12 ряд без изменений. Так, провязали 11-12 ряд по 9 столбиков без накида. Вяжем 13, 2 столбика, 1 прибавка, 3 раза. Раз, два. Первая прибавка. Раз, 2 столбика без накида. Вторая прибавка. Раз, два. Третья прибавка. Теперь вяжем 14-15 ряд по 12 столбиков без накида. Провязали 14 и 15 ряд по 12 столбиков, вяжем 16 ряд, 3 столбика прибавка, 3 раза. Раз, два, три. Первая прибавка. Раз, два, три. Вторая. Раз, два, три. Третья прибавка. Теперь вяжем 17-18 ряд по 15 столбиков без накида, без изменений. Провязали 17-18 ряд по 15 столбиков, вяжем 19. 4 столбика без накида, 1 прибавка, 3 раза. Раз, два, три, 4. Первая прибавка. Раз, два, три, 4. Вторая. Раз, два, три, 4. Третья. Дальше 20-21 ряд вяжем по 18 столбиков без накида, без изменений. Так, провязали 20-21 ряд по 18 столбиков без накида, вяжем 22, 5 столбиков, 1 прибавка, 3 раза. Раз, два, три, 4, 5. Первая прибавка. Раз, два, три, 4, 5. Вторая. Раз, два, три, 4, 5. Третья. Дальше 23-24 ряд вяжем по 21 столбику без накида, без изменений.
Провязали 23-24 ряд, вяжем 25. 6 столбиков, 1 прибавка, 3 раза. Раз, два, три, 4, 5, 6. Первая прибавка. Раз, два, три, 4, 5, 6. Вторая. Раз, два, три, 4, 5, 6. Третья. Получается у нас 24 столбика в работе. Нам нужно 26-27 ряд провязать 24 столбика без накида, без изменений. Так, провязали 26-27 ряд по 24 столбика без накида. 28 ряд вяжем 7 столбиков, 1 прибавка, 3 раза. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Первая прибавка. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Вторая. Вторая прибавка. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Третья. Дальше 29-30 ряд по 27 столбиков без накида, без изменений провяжите. Так, провязали 29-30, вяжем 31, 8 столбиков прибавка, 3 раза. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Первая прибавка. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Вторая. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Третья. 32 последний ряд хвостика, 30 столбиков без накида вяжем, без изменений. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Соединительный столбик. И обрезаем ниточку. Все, хвостик у нас готов. Дальше вяжем с вами ручку. Берем дополнительный цвет. Так, что-то у меня тут. Угу. Дополнительный цвет. 6 столбиков кольцо амигуруми.
закрепляющая. И 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сделали. Сейчас. 1, 2, 3. Угу. Сделали. Дальше вяжем второй ряд, 6 прибавок. Угу. Не хочет. Дошла. 1 прибавка. 2. 3. 4. 5. 6. Третий ряд, 1 столбик, 1 прибавка, 6 раз. Раз. Первая прибавка, столбик без накида. Вторая прибавка, столбик без накида. Третья, столбик без накида. Четвертая прибавка, столбик без накида. Пятая. И столбик без накида. 6. У нас получается 18 столбиков в работе. Теперь 4, 5, 6 ряд. 3 ряда нам надо провязать по 18 столбиков без накида. Но первый ряд, 4, мы будем вязать за заднюю стенку. Провязываем за заднюю стеночку 18 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и последняя 18. Это для того, чтобы у нас осталась такая бороздочка, выделить нашу лапку. Все, теперь 2 ряда, 5, 6 по 18 столбиков уже нормальных за обе стеночки. Провяжите самостоятельно. Так, провязали, получается, 4, 6 ряд по 18 столбиков без накида. Вяжем 7 ряд, 1 столбик, убавка 6 раз. Первая убавка, столбик без накида. Вторая, столбик без накида. Третья, четвертая, столбик без накида. Пятая и столбик без накида. 6. У нас 12 столбиков осталось в работе. Теперь нам нужно сменить нить и провязать 10 рядов 8-17 по 12 столбиков без накида. Первую петельку мы еще дополнительным цветом не довязываем. Это 8 ряда получается, 8-17, 10 рядов, нам надо по 12 столбиков. Вот, первую не довязываем, довязываем ее основным цветом уже и вяжем. Это первая, вторая, третья, четвертая, пятая, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 столбик без накида. Это вот мы провязали первый ряд из 10, то есть 8 по ручке. Надо еще провязать 9 рядов по 12 столбиков без накида. Вы вяжите и постепенно набивайте ручку холофайбером, синтепоном, чем вы набиваете, своим наполнителем.
Здесь получается у основания ручку надо набивать плотненько, а здесь у нас уже почти пусто, почти не будет холофайбера. Все, провяжите еще 9 рядов по 12 столбиков самостоятельно. Так, провязали 10 рядов по 12 столбиков без накида, наполнили, складываем пополам и обвязываем за обе стеночки столбиками без накида. 3. Так, последнюю соединительную обрезаем. Все, ручки у нас, получается, готовы. Итак, ножки в кольцо амигуруми 6 столбиков без накида. Первая закрепляющая. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Первый ряд. Второй ряд делаем 6 прибавок. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Третий ряд. 1 столбик, 1 прибавка, 6 раз. Первый столбик без накида. Первая прибавка. Столбик без накида. Вторая прибавка. Столбик без накида. Третья прибавка. Столбик без накида. Четвертая прибавка. Столбик без накида. Пятая. Столбик без накида. Шестая. Четвертый ряд. 2 столбика без накида, 1 прибавка, 6 раз. 1, 2. Первая прибавка. 1, 2. Вторая. 1, 2. Третья прибавка. 1, 2. Четвертая. И 1, 2. Пятая. 1, 2. Шестая. Так, дальше 5-8 ряд. 4 ряда. Нам надо провязать 24 столбика без накида. Первый ряд, 5, вяжем за заднюю стеночку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Пятый ряд провязали. Теперь 6, 7 и 8, 24 столбика без накида уже за обе стеночки. Провяжите самостоятельно. Провязали 5-8 ряд по 24 столбика без накида. В ножке мы будем убавки делать уже другим цветом, поэтому 9 ряд у нас будет 2 столбика убавка 6 раз.
Первую петельку 9 ряда мы провязываем дополнительным цветом, не довязываем, убираем его. Смотрите, совсем забыла про картонку, но я вставлю это на том моменте, куда нужно будет это. Получается, провязываете, когда 4 ряда без изменений зеленых, потом выворачиваете наизнанку. Я на горячий клей клею. Если не клеить, оно потом со временем может убежать. Все, приклеиваете и выворачиваете, получается, обратно. А я сейчас подожду, пока у меня приклеится, и буду как-то пытаться вывернуть. Все, приклеиваете, выворачиваете, когда 4 ряда связанных, и потом уже начинаете вязать убавки и саму ножку. Вот, с трудом вывернула. Поэтому не забывайте, если хотите, чтобы ножка была плоская, вот где 4 ряда, провязали, на том моменте вставляете, чуть вывернула. Берем основной цвет, довязываем эту петельку основным цветом. Первая, вторая, первая убавка. Раз, два столбика без накида, вторая убавка. Раз, два, третья. Раз, два, четвертая. Раз, два, пятая. Раз, два, шестая. Ниточки эти завязываем, обрезаем. И теперь нам нужно провязать 10-17 ряд по 8 столбиков без накида. В одной ножке мы завершаем соединительным столбиком и обрезаем ниточку. Во второй ножке ниточку мы не обрезаем, провязываем 8 рядов по 18 столбиков без накида и встретимся с вами, не обрезая ниточку. Так, провязали мы 8 рядов по 18 столбиков без накида. В последнюю петельку я вставляю маркер, чтобы мы знали, где закончилась наша ножка. Дальше я набираю 6 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6. Беру вторую ножку. Смотрю, чтобы вот здесь, да, например, ввожу в ножку крючок, провязываю столбик без накида, и этот же столбик тоже помечаю маркером. Это первый столбик этой ножки. Так, дальше вяжем. Первый мы провязали по ножке 18 столбиков без накида. Первый провязали, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Вот смотрите, место перехода, да, вот она, 16 петелька. Мы ее вяжем вот внизу сюда, в нижнюю. 16, 17 столбик без накида. И вот у нас 18 столбик без накида. И вот этот столбик, из которого мы вывязали первую петлю ножки. Мы вводим крючок в 18 столбик. Дальше в тот столбик, откуда мы вывязали первую петельку, у нас получается 3 петельки на крючке, и провязываем их вместе. Это для того, чтобы не было дырочки.
Дальше вяжем по цепочке 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и последняя спряталась. 6. Провязали. Дальше то же самое делаем со второй ножкой. Вот у нас столбик, где у нас последняя петелька ножки, вот эта отмеченная маркером, да? Мы в него вводим крючок и вводим крючок в первый столбик на ножке. Провязываем вместе 3. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. И вот последний, который мы отмечали маркером, 18. Снова провязываем 6 петелек по цепочке, 6 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5 и 6. Вот наша первая петелька ножки, она у нас будет первая петелька ряда. Я маркер уберу и переставлю его в последнюю петельку. Кому удобнее на первой ставить маркер, оставляйте на первый маркер. Мне удобнее на последней петельке ставить маркер. Так, провязали, да? У нас получилось в работе 48 столбиков без накида. Дальше вяжем второй ряд. 7 столбиков, 1 прибавка, 6 раз. Раз, два, давайте вот эту ниточку обрежу, чтобы она не мешала. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Первая прибавка. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Вторая прибавка. Раз, два, 3, не теряйте петельки. 4, 5, 6, 7. Третья. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Четвертая. Раз, два, 3, 4, 5.
6, 7, 5. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. И последняя прибавка, 6. Так, у нас получается 54 столбика без накида. Смотрите, вот это у меня перед. Значит, разворачиваемся назад. Нам понадобится еще один маркер. Еще один маркер. Этот мы вставим в последнюю петельку. Так. Смотрите. Берем наш хвостик. Хвостик берем. В хвостике у нас, если вы помните, мы закончили в работе 30 столбиков без накида. Сейчас нам надо выделить на хвостике 15 столбиков без накида. Давайте еще было все видно, маркерами все отмечу. Раз, два. Ну вот, ставим. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Да? То есть у нас здесь вместе с маркерами 15 и здесь без маркеров 15. Теперь нам нужно выделить серединку и отметить те же 15 столбиков со стороны попы, получается. Да? Примерно прикидываем серединку. Да? Так. И считаем, сколько у нас получилось здесь. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Отлично. Все, 15. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Вот в серединке от маркеров 15 столбиков без накида. Вяжем, получается, следующий ряд. 4. Да? Без изменений. У нас будет 54 столбика в работе. Так, вяжем столбики без накида. Сколько у вас получится до вашего маркера. Так. Довязали до маркера. Все, вот у меня 15 петелек в серединке. Теперь берем хвостик. Ниточку убираем. И ввязываем хвостик за 15 столбиков. В хвостик. В тело. Так. Вот. Раз. Два. Три. 4. 5. 6. 7. 8.
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Провязали 15. Теперь снова возвращаемся на вязание на тело только. Вяжем до конца ряда, сколько у вас осталось, без всяких изменений. Столбиков без накида. Это у нас 4-й получается, ой, 3-й, да, ряд от ножек. Провязали. Так. Дальше вяжем 4-й ряд, 4 столбика, 1 прибавка. 1, 2, 3, 4 прибавка. Дальше 8 столбиков прибавка, 5 раз. Вяжем. 1, 2, 3, 4. Маркер сниму. Как-то он так тут. 4, 5, 6, 7, 8. Первая прибавка. Дальше вяжем. 1. Тут уже, видите, у нас пошел хвостик. Соединились 2 петли. Мы дальше начинаем вязать уже по хвостику, по этим 15 петлям хвостика, которые у нас остались. 2 за хвостик. 3, 4, 5. Вяжем по хвостику. 6, 7, 8. Прибавка. Дальше продолжаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И снова здесь, видите, 2 петельки, где мы ввязывали хвостик. Да? Вот первая и вторая. 7. Продолжаем вязать со следующей. 8, 9. Ой, 8 прибавка, да? Прибавка. Снова вяжем 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 уже по телу. 6, 7, 8. Прибавка. Это 4-я. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Прибавка.
пятая. И до конца ряда 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Вот мы, получается, как бы ввязали хвостик в тело. Вот. Дальше. Следующий ряд вяжем. Это получается у нас... Сейчас я чуть-чуть поправлю у себя в записях. Вяжем 5-й ряд. 9 столбиков прибавка 6 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Первая прибавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вторая. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Третья. 1, 2, 3, 4, 5. Внимательно не теряем петельки. Здесь они могут быть маленькими, незаметными. 6, 7, 8, 9. Прибавка. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Прибавка. 8, 9. Шестая прибавка. Так, у нас получается в работе у нас получается 66 столбиков без накида. Теперь нам нужно будет 8 рядов. Это 6-11 ряд. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 7 рядов. 7 рядов. Провязать по 66 столбиков без накида, без изменений. На этом этапе вы можете набить ножку плотненько, хорошо, чтобы потом не лезть туда. Вот. И провяжите самостоятельно 7 рядов по 66 столбиков без накида, без изменений. Так, смотрите, провязала я, получается, 6-12 ряд, 7 рядов по 66 столбиков без накида. Я набила обе ножки. И в хвостик он у меня полупустой, буквально чуть-чуть. Вставила холофайбера вот здесь вот. Да, здесь он вообще пустой. То есть это для того, чтобы мы могли поставить нашего дракончика, чтобы хвостик вот так вот торчком не торчал, не мешал и сильно не загибался. Вяжем 12 ряд, 9 столбиков убавка 6 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Первая убавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вторая. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. Третья. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Четвертая. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Пятая. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Шестая. 13 ряд без изменений, вяжем 60 столбиков без накида. Вязали 13, 60 столбиков без накида, вяжем 14, 4 столбика без накида, 4 убавка, дальше 8 столбиков убавка, 5 раз, 1, 2, 3, 4, первая убавка, 6, 7, 8, вторая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, третья, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5. И до конца ряда 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. 15 ряд вяжем 54 столбика без накида, без изменений. Провязали 15 ряд 54 столбика, вяжем 16, 7 столбиков убавка, 6 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Первая убавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вторая. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Третья. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Четвертая. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пятая. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Шестая. Дальше 17 ряд вяжем без изменений, 48 столбиков без накида. Провязали 17 ряд 48 столбиков без накида, вяжем 18, 3 столбика без накида, 2, 3, убавка,
6 столбиков убавка 5 раз. Раз, два, три, 4, 5, 6. Первая. Раз, два, три, 4, 5, 6. Вторая. Раз, два, три, 4, 5, 6. Третья. Раз, два, три, 4, 5, 6. Четвертая. Раз, два, три, 4, 5, 6. Пятая. И до конца ряда 3 столбика без накида. 2, 3. 19 ряд, вяжем 42 столбика без накида, без изменений. Так, провязали какой мы? 19 ряд, 42 столбика без накида, вяжем 20, 5 столбиков убавка, 6 раз. Раз, два, три, 4, 5. Первая убавка. Раз, два, три, 4, 5. Вторая. Раз, два, три, 4, 5. Третья. Раз, два, три, 4, 5. Четвертая. Раз, два, три, 4, 5. Пятая. И раз, два, три, 4, 5. Шестая. Дальше 21 ряд, вяжем 36 столбиков без накида, без изменений. Так, провязали мы 21 ряд, 36 столбиков без изменений, вяжем 22, 2 столбика без накида, убавка, 4 столбика без накида, 5 раз, 4 столбика без накида, убавка, 5 раз, раз, два, три, 4, убавка, раз, раз, два, три, 4, убавка, 2, раз, два, три, 4, убавка, 3, раз, два, три, 4, убавка, 4, раз, два, три, 4, убавка, 5. И 2 столбика без накида до конца ряда. Дальше вяжем 23 ряд, 30 столбиков без накида, без изменений. Набиваем тело и будем ввязывать ручки. Помним, хвостик мы набиваем вот здесь чуть-чуть, здесь он пустой. Ножки набиваем хорошо и тело набиваем. И будем ввязывать ручки. Еще провяжите 23 ряд, 30 столбиков без накида. Набейте все и будем вместе ввязывать ручки. Так, смотрите, наполнила я тело, уже наметила себе ручки. Складываю пополам и параллельно ножкам смотрю, где должны быть ручки. У меня здесь между ручек получается, ручки ввязываю в 5 столбиков. У нас сейчас в работе 30 столбиков, значит между ручками 10 и 10. У меня здесь получилось 11, значит сзади будет 9 столбиков без накида между ручками. Так, а где мы еще один маркер? Это начало. Все, ввязываю ручки. У меня до первой ручки получается раз, два, три, 4, 5,
6, 7 столбиков. Убираем маркер, берем первую ручку. Ввязываем в 5 столбиков. Раз, два. Сейчас подтяну. Три. 4 и 5. Дальше 9 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вторую ручку беру. Также в 5. Раз, два, три, 4 и 5. 5. До конца ряда у меня получается 4 столбика. Раз, два, три, 4. Подтягиваем тут хорошенечко. Эти ниточки можно обрезать от ручек и спрятать. Так, дальше вяжем 25. Это в 24 мы ввязали ручки. 25 ряд. Вяжем 3 столбика убавка 6 раз. Раз, два, три. Первая убавка. Раз, два, три. Вторая. Раз, два, три. Третья. Раз, два, три. Четвертая. Раз, два, три. Пятая. Раз, два, три. Шестая. И последний 26 ряд, 24 столбика без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Извиняйте, что не под камеру, неудобно. Хвост это все мешает. Просто 24, 12, 13, 14. Мне просто писали, что камеру там ниже опустить надо, все дела. Вы, конечно, меня поймите, я только начинаю снимать. Я уже понакупляла столько всяких штативов, держателей для телефонов. Я пока в поиске того, что с чем мне будет удобно снимать. Потому что когда вот игрушку уже довязываешь, да, когда она уже тельное тело, камера очень близко и в стол упирается, оно неудобно. Я проговариваю все.
проговариваю все ряды вслух. Мы же начинаем вязать, там понятно, что такое столбик без накида, что такое убавка. И, ну, принцип-то он понятен. И видеть это не обязательно. Если у кого-то какие-то вопросы, я всегда говорю, пишите мне в сообщениях. Я отвечу на любой вопрос, на то, что непонятно. Я все прокомментирую, все отвечу. Вот. Поэтому, если что-то вдруг не попадает в камеру, не видно, вот я сейчас довязываю, его не видно. Потому что, ну, вот мне неудобно. Хвост, он упирается, и я вот так под камеру буду рукой постоянно задевать камеру. Она будет постоянно трястись. Поэтому так, довязываем, получается, 26 ряд. Двадцать 4 столбика без накида. Завершаем ряд соединительным столбиком. И смотрите, можете на теле. У нас будет еще возможность на голове оставить. Это уже как вам удобнее. На теле либо на голове оставлять так соединительный столбик. Ниточку для пришивания я оставлю, наверное, на голове, потому что тело будем обшивать стразиками, чтобы она не мешалась, поэтому я покороче обрезаю. Сейчас я донабью. Так, смотрите, вот такое тело у нас получилось. Хвостик у нас получился наполовину. Здесь плотненько набит у основания. Здесь совсем капельку, а здесь он пустой полностью. То есть его можно во все стороны вертеть. Смотрите, когда набиваете, внимательно набивайте хорошо вот здесь вот ножки. Уделите этому особое внимание, хорошо набивайте ножки. Дальше что я делаю? Стразики. У меня есть такие стержни, там ручка где-то валяется. Для шитья они удаляются утюгом, паром, да, поэтому я смело ей рисую. Вы можете взять просто иголочку с ниткой. Сейчас. И наметить себе такими стежками, да, чтобы потом можно было вытащить эту ниточку. Потому что иголочками делать, ну, не очень удобно. Они потом задеваются постоянно. Я намечаю, где у меня будут стразики. Делаю такую разметочку. Вот. Можете без стразиков делать. Можете просто взять ниточку и сделать ниточкой полосочки типа пузика. Если не хотите со стразиками возиться, это я вот сегодня буду целый вечер сидеть их пришивать, чтобы вам завтра уже окончательно доснять этот мастер-класс, уже голову показать и собрать игрушку. Вот. На хвостике я показывать не буду, я тоже хвостик стразиками делала. Точно таким же принципом, как и тело, я начинаю отсюда и вниз иду, обшиваю стразиками. Значит, берем иголочку с ниточкой. Сейчас хорошо, хорошенечко, чтобы знать, где у меня тут. Вот. Так, берем иголочку с ниточкой. Завязываем узелок. Да. Закрепляем ниточку. Нужно чуть-чуть пододвинуть узелок. Где моя спица какая-нибудь? Узелочек загнуть вовнутрь. Спрятать. Чуть подтянуть. Все, будет спрятан.
Дальше что мы делаем? Берем наши стразики. У нас боже, пайетки. У пайетки есть две стороны. Лицевая, она вогнутая, а изнаночная, она такая чуть выпуклая. Вот мы изнаночной стороной надеваем на иголочку. То есть, когда мы смотрим сверху на иголку, у нас здесь лицевая сторона. Надели. И в петельку соседнюю сверху вводим иголочку и выводим ее в соседнюю петельку сбоку. Поправляем лицевой стороной наверх. Так. Вот у нас получается ниточка вот здесь сверху, и мы в каждом ряду будем накладывать чешуйки эти друг на друга, и ниточек не будет видно. Снова берем пайеточку изнаночной стороной на иголку. Вот у нас вышла ниточка здесь, значит, в верхнюю петельку вставляем иголочку и выходим в нижнюю рядышком. Запуталась. Так. Поправляем пайеточку, чтобы она на лицевой стороне была. Вот. Затягиваем. Снова точно так же с изнаночной стороны вводим иголку. Здесь, где выводили, в верхнюю петельку вводим и выводим иголку в соседнюю. Затягиваем. И так пошли. Провязали первый ряд. Поднимаемся на второй. Точно так же. Чередуя ряды, то есть не пропуская. То есть в следующем ряду у нас будет нижняя ниточка в этой петельке, верхняя в этой. Все. И по рисунку вот так, если хотите заморочиться, пайеточками обшивайте. То же самое здесь. Начинаем со второго ряда, вводим, чтобы чешуйки туда смотрели, и постепенно вниз опускаемся, пришиваем их. Так, давайте с вами еще свяжем в этой части, наверное, крылышки, да? Крылышки свяжем. Я покажу, как крылышки тоже обшивать. Надо, где у меня есть еще иголка такая тоненькая. Схожу, принесу. Наверное, есть. Вот. Нашла. Так. Крылышки. Набираем 12. Цепочку из 12 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Делаем 2 воздушные петли, петли подъема. Вяжем крылышки полустолбиками с накидом. Накид в третью от крючка. Провязываем полустолбик 1. Дальше по цепочке полустолбик 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12.
2 петли подъема, разворот. С первой начиная петельки, с третьей от крючка, полустолбики в обратную сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3 воздушные петли, еще 2 петли подъема, разворачиваем, в третью от крючка вяжем уже по цепочке 15 полустолбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. 2 петли подъема, разворот. Вяжем 15 полустолбиков с накидом в обратную сторону. Раз. Два. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14 и 15. 3 воздушные петли, затем 2 петли подъема, в третью петлю от крючка вяжем 18 столбиков без накида. 1, 2, по цепочке 18. 18 полустолбиков с накидом. 3, 4, у меня уже голова не соображает. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 2 петли подъема, разворачиваем в обратную сторону, вяжем 18 полустолбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 3 воздушные петли, 2 петли подъема. 1, 2, 3. 1, 2.
с третьей петли от крючка начинаем 21 петлю по цепочке в обратную сторону, полустолбиков с накидом. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Дальше 2 петли подъема, разворот, 21 столбик, полустолбик с накидом в обратную сторону. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Провязали в обратную сторону 21 столбик без накида. Теперь полустолбик, боже, уже не соображает, говорю, голова. 21 полустолбик с накидом в обратную сторону провязали. Теперь мы полустолбиками с накидом будем делать обвязку по всему крылу. Просто полустолбиками с накидом обвязываем. Полностью все крылышко. Обвязываем до начала вот этого вот последнего ряда, который мы провязали. То есть вот мы провязали полустолбики с накидом, последние 21. Обвязываем по кругу, по кругу, по кругу. И здесь заканчиваем обвязывать. Так, обвязали, заканчиваем обвязку соединительным столбиком. Обрезаем. Эту мы ниточку там обвязывали, ее тоже обрезаем. Можно туда, сюда ее и покороче обрезать. Мы ее закрепили, с ней ничего страшного не будет. Смотрите, когда обвязываете, только чтобы полотно не стягивалось. Так, крылышко мы будем обшивать пайеточками немножко по-другому. У нас оно, получается, будет вот так. Смотрите, крылышки должны смотреть в разные стороны, когда обшиваете. Смотрите, не обшейте одинаково, да? Так, крепиться у нас крылышки будут вот в этих уголочках. Показываю, как обшивать крылышко. Крепим ниточку. Берем наши пайетки. Также с изнаночной стороны пайетки вставляем в иголочку. И у нас
на крылышке петельки такие, да. С изнаночной стороны, получается, вводим на лицевую петельку, на лицевую сторону иголку. Тоже поправляем. Она может перекручиваться. Так, вот. Берем вторую пайетку. Также в изнанку вводим иголку. И уже в следующую петельку с изнанки на лицо. И затягиваем. Снова берем с изнанки, надеваем на иголку пайетку. Уже в соседнюю петельку с изнанки на лицо иголку. И затягиваем. Все, и получается вот так вот по кругу с изнанки на лицо иголочкой крепим пайеточки. У нас они вот так вот будут закреплены, получается. Все, на этом все. Буду стараться доделать сегодня, чтобы завтра отснять голову и выложить вам до конца полностью дракошика. Всем спасибо. Если будут какие-то вопросы, пишите в комментариях. Буду благодарна вашим подпискам, вашим пальчикам вверх и легких вам петелек.